Shalom, Chavarim. Shalom, Chavarim. Welcome to our evening Torah study И session. мы приглашаем вас на сегодняшнее вечернее изучение Торы стадий. The real Saturday Night Live. И это как бы настоящая реальная вечер субботы. We are continuing our study of the Torah portion CHAYEI SARAH. И мы продолжаем изучать нашу недельную главу, которая называется CHAYEI SARAH. From the studying that I was doing this week, И именно изучая и, как бы сказать, некоторые моменты в этой главе, I came across a very interesting topic that we can discuss. и я обнаружил один из интересных таких тем, которые я хотел бы поговорить сегодня. And I'll just ask the question as the topic Хотел бы задать вопрос discussion. Именно для рассуждения. And the question is, И вопрос такой. does God waste his words? Раскидывается ли Господь словами впустую? And if yes or no, И если yes или нет, then how do we explain Genesis chapter 24? как мы можем объяснить 28 глава Бытия? Because Genesis chapter 24, it's just a repeat. The verses repeat themselves, in other words. В 24 главе, то есть мы видим стихи, которые повторяются здесь. But before we dive into that topic, if we have any commentaries or questions or anything that you guys have discovered in the Torah portion, feel free to share. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то комментарии по этой недельной главе, которые мы уже слышали, пожалуйста, можете поделиться с вашими взглядами, вашим мнением по этому поводу. We remember at the sermon that was spoken today, И сегодня в нашей теме, которая говорила сегодня утром, we spoke today about the let the dead bury the dead. где была упомянута такая мысль, где Иешуа говорит: позволь мертвым погребать своих мертвецов. And that parallel to this week's Torah portion when Sarah died. Это параллель именно как бы этой недельной главы, где Сара умирает. And as the pastor already mentioned at the sermon today, И как сегодня пастор упоминал об этом в теме, Avram, him basically being a prince among the sons of Het, что именно Авраам, будучи принцем или будучи великим человеком среди сынов Хета, even though they were willing to give up that field and cave for free, и как они именно предлагали и говорили, что мы готовы отдать тебе эту пещеру за бесплатно. yeah, Avram, he humbles himself before them Но Авраам смиряет себя перед ними, and tells them no, и он or говорит: нет. politely says no. Он говорит: нет. I'll buy it for full value. Он говорит: я хочу купить за полную стоимость, сколько она стоит. And with a price of a cave and a field and a couple of trees, И именно эту пещеру, и поле, и деревья, которые там были, that were worth a very overinflated price и то есть ту сумму, которую предложили они, она была намного больше, чем в принципе эта земля стоила. of 400 shekels. Это было 400 шекелей серебряных. That is the equivalent Это соответствие of buying a plot of land for hundreds of millions of dollars. это то же самое, что на наши цены, это как бы земля, которая бы стоила сотни миллионов долларов. Because I do remember in the scriptures, there was a field that was bought for 17 shekels. То есть было поле, которое было куплено за 17 шекелей. So if there's a field being purchased for 17 shekels, Если, допустим, поле, которое было куплено за 17 шекелей, I wonder what kind of gold was buried on that plot of land worth 400 silver shekels. то есть можно подумать, что там было закопано очень много золота в той земле, которую Авраам купил. But it was good that Avram did buy it for this overinflated amount. Но именно хорошо то, что Авраам все-таки покупает за эту сумму. Because this goes to show И это показывает нам, to the people today, для нас сегодня, specifically the people that are owning that land, для тех людей, кто именно имеет землю, the Arabs that are owning that land that are claiming that the quote-unquote Jews own nothing. и как именно арабы сегодня, которые
живут в этой земле, и они говорят, что евреи, им ничего не принадлежит здесь. Yet we have confirmation in the scripture that it was indeed purchased. Но мы понимаем в Писаниях, что есть конкретные именно подтверждения в Писаниях, что действительно земля была приобретена, и она являлась по праву именно землей Авраама. In fact, Является, в принципе. the three most disputed plots of land in the world И три, как бы сказать, самые такие, о которых идет очень большие дискуссии, куски земли, which are basically owned by the Arabs and Muslims in the Middle East. те, которые в данный момент они под владением арабов и мусульман на Ближнем Востоке. There is a scriptural claim that it was purchased fair and square. Но есть как бы подтверждение в Писаниях, что они были куплены, и за них заплачена определенная цена, и то есть есть подтверждение документальное. And the cave of Machpelah is one of them. И одна из них это вот как раз таки вот эта вот пещера Махпела и земля, которая именно вокруг нее. And the other one was the threshing floor of Onan, I think. Was it Onan? Онен? The threshing floor that David purchased. И также еще одно, именно где, как мы говорим, как сказать, threshing floor, гумна, которое приобрел Давид, то есть это место, где веяли пшеницу, допустим. But nevertheless, if you guys noticed or discovered anything in the Torah portion, feel free to share. Если у вас были какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, можете поделиться. And the people that are online with us as well. И те люди, которые с нами онлайн. If you guys have any comments or questions that you would like to present about this Torah portion, Если у вас есть какие-то комментарии или какие-то мысли, можете поделиться. Feel free to write it down, and we will hopefully notice it and read it out. Написать, и мы постараемся именно прочитать это, чтобы вы также были And участниками. address any questions or comments that you have. Или у вас есть какие-то мысли или какие-то идеи, можете говорить. Я хотел бы здесь именно как бы подчеркнуть мысль одну. The pastor would like to highlight a little thought. Как я уже сказал сегодня, As he already said today, когда человек говорит о том, что я хочу подарить тебе что-то, when a person says that, hey, I want to gift something to you, я хочу это тебе дать бесплатно. I want to give it to you for free. И Авраам понимал эти вещи. And Abraham understood these things. Он понимал, что, допустим, у всего есть своя цена. He understood that everything has its value, its price. Если ему предлагают что-то бесплатно, And if somebody offers it something to you for free, значит, они хотят от него что-то бесплатно. then they want something out of it for free. И поэтому, то есть, они предлагают именно это, So that's why they offer it, для того, чтобы потом можно было иметь какие-то, как бы, поймать человека на in крючок. order to basically catch someone on a hook and use them for leverage. И Авраам прекрасно понимал эту And историю. Abraham understood this. И, то есть, и когда мы действительно видим дальше, когда он говорит, назовите, пожалуйста, вашу цену, And when we see Abraham talk to them, he say, name the price. и когда этот человек называет цену, And when that individual names the price, тогда мы начинаем понимать, then we start to understand насколько эти люди любят Авраама. how much those individuals really love Abraham. Потому что цена говорит именно о любви. Because that price speaks of their love То есть, over inflation. это реальная, как бы, любовь именно этих людей к Аврааму. And this is the real love of those individuals towards Abraham. То есть они пытались взять максимально, то есть в 10 раз больше, чем это, к примеру, стоило, допустим. And they were willing to sell something for tens, maybe hundreds of the price of what it really is. И поэтому на этом мы можем как бы научиться And from this we can learn в нашей жизни, in our lives то есть применять этот урок. To accept this or to use this lesson, Чтобы именно действовать, как действовал Авраам. so that we may do as Abraham did, Чтобы мы не были на крючке у людей, so that we will not be on the hooks of others, но чтобы мы именно владели, как Писание говорит, чтобы были головой, а не хвостом. but so we can be the head and not the tail, as Scripture says. И это очень важно. And this is very important. Пожалуйста, еще кто-то хочет. Anyone else добавить? wants to add to this? В нашей жизни есть такие поступки? In our lives, do these things happen to us today? Как вы думаете, What do you guys есть такие? think? Yeah. Вот It's у меня в жизни такие встречались. in my life. The pastor's wife is saying I did experience stuff like this.
Можно пример какой-нибудь? I have an example. Пожалуйста. Hopefully, our brother Patrick is watching this live stream. Я надеюсь, что наш брат Патрик, он смотрит также этот лайвстрим. Today, when I was preparing food for the fellowship lunch, И когда я именно готовил именно пищу для общения нашего, he approached me and asked me in regards to a book I gave him. и он именно подошел ко мне и говорил в отношении одной из книг, которые я давал ему. And he asked me if there's a price that I want in return for that book that I gifted to him. И он попросил меня, хочешь ли, то есть я хочу заплатить тебе за ту сумму, за ту книгу, которую ты мне дал. And initially I told him, hey, don't worry about it, it's no big deal. И я подумал, я сначала сказал It's ему, a gift to you. Это тебе подарок, можешь его иметь. But after pondering over it, Но когда подумал после всего, I realized I was wrong. я подумал, что это неправильно. Because he was asking me if I wanted something in return. И он спросил меня, хочу что-то взамен. And the reality is, Ну, реальность такова, is that what I want in return что я хочу иметь взамен, is for you to learn the valuable information in that book to be able to use it. и моя цель, как бы сказать, чтобы человек научился и использовал эту важную информацию в этой книге. And the payments that would be acceptable for me И какой для меня будет именно оплата за это? would be for Patrick to show the fruits of his learning from that book. То есть именно то, что он показал бы свои, как бы, плоды, результаты своего учебы в этой книге. So that's the reality of the value that I want in Это как бы return. цель моя, или The price, in или other цена, words. которую я хотел бы именно получить взамен за это, то, что я Yes. дал ему. So maybe that's an example. Может быть, это какой-то пример в этом плане. Пожалуйста. It's a positive example. Это хороший пример. Пожалуйста, Дин, ты хотел что-то... Или ты все рассказала? Ну, у меня есть конкретные именно negative examples. The pastor's wife has some negative examples, Мне даже просто не хочется их называть. and I don't really want Ну, to ты не call them называй out. имена, просто назови ситуации. Yeah, and the pastor said, don't call out the name, just call out the situation. То, что я делала людям, The things that I did to the people, вещи, которые стоили намного дороже, the things that were built that were much more expensive. и я просто людям делала как бы за free, показывая мою любовь и респект. I was doing things for free for people to show respect. То когда пришлось с их стороны меня как бы чаржать, So when it came from their side to charge me, они чаржили меня по максималу то, что не стоило. they charged me the maximum of the value that it's not even worth. Даже то, что Even prices that are not even equal to what it is worth. Что меня чаржили, и It wasn't требовали, equal to the чтобы amount that they were charging me, you know, and expecting me to pay it back, you know, then and there. Это показывает, как бы для меня это показывало, To me, this shows как они меня уважают. how they treat me and how they respect me. Да, это очень важно. This is very important. Okay, guys, You guys have a comment? comments, please. You can share it. I remember a lot of times I would either gift, Я помню, как бы, были много разных ситуаций. I would give something to someone, I would receive a gift from someone, Я давал подарки кому-то или получал подарки от кого-то. or I would make a trade. Или я менял какие-то вещи. And then I remember situations Я помню ситуации, I would trade stuff. я менялся, как бы, обмен делал каких-то вещей. For example, I would trade a brand new Blu-ray player that just came out. It was like some new tech. Другими словами, я менял, допустим, Blu-ray, который только вышел на, ну, For a regular couple-year-old Xbox. Менял, как бы сказать, на какой-нибудь там Xbox, которому, допустим, уже 2 года. And I'm not the one that came up with the price. I just accepted it. И я не был тем, кто, допустим, предложил цену, я просто уже, как бы сказать, принял эту цену. And then weeks, maybe months later, И, может, недели или, допустим, там месяцы после этого, I'm at home playing Xbox with Alan, я дома играю, как бы, эту игру на Xbox с Аланом. and this person comes over, И этот человек приходит, and so
I stop playing, Alan's playing by himself, Я останавливаюсь и перестаю играть, и Алан играет сам. and I'm just socializing with this person. И я общаюсь с этим человеком. And then they ask Alan to play, И он просит Алана играть. and Alan said that he just started a level. It's going to take him like 15-20 minutes before he finishes it. Он говорит, что я, как бы сказать, только начал, мне еще минут 15, пока я закончу свой этот уровень. And then they tried to pull this thing on Alan. И они пытаются, как бы, так как бы делать, да, на такие вещи. Just get off now, it's my Xbox. Они говорят, слезь с этого гейма, это мой. So there's those things as well. Такие вещи иногда встречаются. Although the price, I didn't make the price, I just accepted their price. Хотя в реальности, то есть именно цену, которую я заплатил за этот Xbox, They still somehow felt entitled to that Xbox. но эти люди еще по-прежнему считают этот, как бы сказать, бакс своим, несмотря на то, что они уже получили в 10 раз больше за этот Xbox. But that's not the case. Но, как бы, вот такая реальность. Which I told them. Alan continued playing. Я сказал, Алан, продолжай играть. Good thing I had an older brother to back me up. Хорошо, когда есть старший брат, который ситуацию поставит на место. Спасибо. Да, пожалуйста, еще какие-то мысли. Are there any other comments or thoughts or questions about the Torah В portion? смысле, если вы скажите мысли, которые у вас есть, пожалуйста. I have another example. Еще один пример. So, I do a lot of buying and selling on like Facebook Marketplace and OfferUp, stuff like that. То есть у меня как бы я часто бывал, продавал, выкупал разные вещи на, допустим, через Facebook Marketplace, в таком смысле. So obviously, when you're selling, you want to sell for as much as possible. Естественно, когда ты продаешь, ты пытаешься продать максимально за максимальную цену. And when you're buying, you want to buy it for as little as possible. Но когда ты покупаешь, ты пытаешься купить самое дешевое, которое только есть где на базаре. So when I'm on Facebook or OfferUp, И когда я был на Фейсбуке и предлагал определенные эти предложения, of course I would underbid я, their asking price. я старался, естественно, как бы минимально брать цену, которую я Try хотел. to negotiate a price that works for them, but that obviously works for me too. И, естественно, я старался такую цену, чтобы она работала для них и, естественно, для меня. And most of the time, this is like, you know, I need to drive an hour to pick it up, stuff like that. Но часто бывала такая That's if ситуация, possible. где нужно было за этой вещью ехать час или, может, больше. So I would get items that would normally cost, say, $500. То, что примерно стоило $500, I would get it for, you know, $200, $250. я брал, может быть, за $200-250. But then when I'm doing some kind of negotiations with people I know, Но когда я именно brother or relative, or Когда я именно friends, делал какие-то, допустим, договора с людьми, которых я знаю, или это близкие, или друзья, или родственники, I don't negotiate. I ask them for their price. я обычно не предлагал им цену, я спрашивал, что они хотят за это. And I just paid them their asking price. И я обычно оплатил им то, что они хотели. Because this example of the cave, И как мы видим, этот пример с этой пещерой, and on a more, I guess, practical note in our modern life, и как бы будучи в такой практической ноте в нашей жизни, there's this saying, есть такое как бы есть такое высказывание. don't do business with family. Говорят, не делай бизнес со своей семьей, в таком смысле. Yeah, family and friends, pretty much. То есть с друзьями и People that близкими. you know personally. То есть людей, которых ты знаешь близко. Because although they might agree to a lower negotiated price, И даже если люди, бывает, именно соглашаются на низкую цену, которую ты предлагаешь, they might still, you know, hold some kind of grudge or negative feeling about it и могут даже In the как long бы run. иметь in the long run. какой-то, допустим, ну, претензии по-любому о цене или о вещи, или в таком плане. Пожалуйста, Инна. There we go. She I remember remembered. a story. It wasn't anything about me. It was a story that somebody told me. Это одна история, которую я хотел просто поделиться. Кто-то с ней тоже поделился этой One of историей. my coworkers' father, he worked at a job, Это, как бы сказать, отец людей, с кем я работаю. and one of his coworkers, И один из его соработников, we were really good friends. они были очень хорошие друзья. So
So one day, the coworker, И один день именно этот соработник, можно сказать, he played the lottery он именно играл в лотерею. and ended up winning $1 million. И получилось, что он выиграл $1 миллион. Right then and there, he quit his job, И тогда он просто как бы перестал вообще работать. got pretty much started splurging with his money. Он стал как бы свои деньги использовать налево и направо. And since her dad was his really good friend, И так как именно его отец, он был хорошим другом с ними, he said, "Oh, we've been friends for a while now. и он говорит, что мы уже друзья очень долго, You're one of my true friends. и ты мой самый как бы настоящий друг. Let me buy you something. Он говорит, давай я тебе что-нибудь куплю. Whatever you want. Tell me. Что ты хочешь, давай я I'll тебе buy you куплю. a new car." Я могу тебе купить новую машину. And he said, "No, thank you. I'm good. You don't need to get me anything." Он говорит, ну все нормально, мне ничего не надо от тебя, у меня все в порядке. So that guy kept insisting, and Этот человек продолжал как бы настаивать на то, чтобы что-то купить для него. but her dad just refused anything from him. Ну, как бы и этот отец, именно этого человека, он просто отказался от всех таких предложений. A couple of months later, Через пару месяцев после этого he blew through the money, этот человек полностью все деньги свои потратил. had nothing left, У него ничего не осталось, no job, и работы нету. comes begging for money. И он стал приходить и как бы сказать, начал просить у людей деньги, чтобы And her как-то ему dad жить. remembered that, И отец его, помня все это, and he was grateful that he didn't accept it. и он очень был как бы рад тому, что он ничего не принял от него. If he did, Потому что если бы он принял от него that friend что-то, would be coming back and demanding it back. он бы потом после этого вернулся бы, сказал, так, денежки мои сюда, прямо сейчас, и никаких у тебя нету условий больше, как только отдать прямо сейчас. Yeah. Да, и другая сторона, еще могу сказать, к примеру, Another side that I can say about this насчет Авраама. in regards to Abraham. Если бы Авраам получил, к примеру, пещеру бесплатно, If, for example, Avram got that cave for free, то эти люди бы пришли бы через какое-то время, then those people would have probably came at some later point in time сказали, у нас поменялись планы. and said that, oh, things have changed. Поэтому давайте, как бы сказать, пещера наша, So therefore, и, give us the допустим, cave, можете выезжать. and you guys may move along. Move out. Да, в таком плане. То есть, и это была большая проблема. And this would have been a big problem. Поэтому Авраам прекрасно понимал эти ситуации. So that's why Abraham understood these И он things, заранее все вещи предусмотрел. and he pre-planned these things ahead of Это time. очень важно, что такие вещи происходят. Пожалуйста, надо открыть какие-то. We have guests. Yes. Okay. Окей, пожалуйста, мысли и какие-то еще идеи по этому поводу, пожалуйста. Any other comments or questions about this Torah portion before we move on to our main event? Supposedly, the cave of Machpelah Есть такая, как бы, понимание в отношении именно этой пещеры Мехпила, that it is the resting place of the four patriarchs. что типа того, что это является не только местом захоронения Сары и Авраама, и, допустим, но это как бы место захоронения не только их. That supposedly there Adam and Eve are buried there. Что именно там был похоронен Адам и Ева, That Abraham and Sarah are buried there. и, естественно, Авраам и Сара, Isaac and Rivka are buried there. и Ревекка, Рахиль похоронен там. And Yaakov Не- and Leah are buried there. Isaac и Rivka. да, Исаак, Ревекка, And Яков Yaakov and и Лея. Yeah. And supposedly that's where our four patriarchs are buried. И как бы там похоронены праотцы, то есть праматери. That's just a commentary I heard. И это один About that. из комментариев, который я тоже слышал по этому поводу. Да, я тоже слышал именно, что это место, где был похоронен Адам. Ну, как бы, Yeah, the pastor saying he also heard commentaries that this is where the Adam and Eve were buried. возможно, Авраам что-нибудь знал по этому It поводу. could be больше. possible that Abraham knew something about this. Это возможно быть. Ну, It could be, да, поэтому как бы мы не можем оспаривать. but we can't нет, если у jump нас to conclusions yet. нет никакой какой-то конкретной информации, то есть мы, If we don't have solid, concrete information, мы не можем что-то опровергать или что-то then we доказывать. can't try to push any
Если есть по этому поводу Doctrines about какие-то it. мнения или So какие-то if there are any thoughts комментарии, about it or commentaries about it, то я думаю, что они на чем-то основываются. then it could be that those commentaries are based on some kind of foundation. Поэтому, как бы, я думаю, что будет возможность, если изучить эти вещи более детально, я So if it's думаю, possible to learn these things in better detail, то я думаю, что это будет хорошая then it'll be good практический and подход. a good practical approach. Окей, хорошо, идем дальше. Okay, so moving on to the main topic question. И как бы идя к главной нашей обсуждению, главное наше обсуждение. Does God waste his words? Раскидывается ли Бог словами просто так? And if yes or no, if yes, for К example, примеру, допустим, если or это no, for example, так, или, допустим, или это не так, then, or if maybe, then how do we explain Genesis chapter 24? то есть, если, то есть у меня сразу вопрос, практический подход, как мы можем тогда объяснить 28 главу Бытия? So if you guys turn with me to Genesis chapter 24, Если мы пойдем в 24 главу, let's I'll walk you guys through the series of events and how they're important for this question. 24 глава Бытия, пожалуйста, открываем. So the reason I asked this question Причина, почему я задаю этот вопрос. is that there's an understanding Потому что есть такое понимание, такой взгляд, that God, every single letter and jot and tittle in the Torah каждое слово, которое именно мы можем найти в Торе, is very strategically put and placed. оно имеет очень важное стратегическое значение, или другими словами, то есть глубокий смысл в том, почему оно там находится. And every single jot and tittle is important for understanding. И каждая эта деталь, она очень важна к пониманию. So, but we see that in chapter 24, И мы видим в 24 главе there's information that is portrayed информация, которая здесь, о которой здесь говорится, where basically the chapter repeats itself. там, где Halfway именно, through. как мы видим, голова как бы повторяет себя. And there's information that at first looks like it is kind of not necessary. И иногда мы думаем, что вроде бы, как бы сказать, ну, какая-то неважная информация на первый взгляд. So is this the case, or is there a deeper understanding of these things? Так ли это, или все-таки за этим есть очень какой-то глубокий важный смысл, который вложен в этом всем? So without further ado, let's open up Genesis 24, И давайте мы откроем 24 главу. and I will skim through the chapter. И я хочу, как бы, чтобы мы прошли через эту главу. So Avram is old, Мы видим, что Авраам, он находится уже в преклонных годах. and he goes to his servant who served him the longest. И он как бы обращается к своему слуге, который уже служит ему очень долгое время. And this servant is thought to be Eliezer. И мы знаем этого слугу, его имя Элиазер. So Avram sends him on a mission. И мы видим, что Авраам посылает его на определенную миссию. A mission to find a wife for Yitzhak. И миссия, чтобы он пошел, нашел жену для Исаака. And when he is talking to the servant Eliezer, И когда он говорит именно к Элиазару, he tells him to get a wife for his son from his kinsmen, not from the Canaanites. он говорит, чтобы он взял именно ему жену не из хананейских народов, а именно из его родственников. And by the way, I'll present two opinions and perspectives of this И thing. я хочу представить как бы два взгляда на эти вещи. So the first perspective, Один взгляд на эти вещи. it talks about the subconscious plan of Eliezer, То есть где раскрывается, то есть планы Элиазера, который именно по этому поводу имел свои как бы планы по where he was отношению Исаака. subconsciously trying to undermine the mission of Abraham. То есть его, как бы сказать, цель была в какой-то степени, то есть, войти в планы Авраама. можно сказать. I'll explain that, Я объясню эту мысль, and then I'll explain another perspective и потом я покажу другую сторону, that seems more reasonable. которая может быть более как бы резонная или более такая имеющая смысл. So when the servant was heard what Avram told him to do,
И когда Авраам услышал то, что, или когда он именно услышал, что ему говорил Авраам, it is thought that he wanted Isaac to marry one of his daughters. то есть его мысли были такие, чтобы он хотел именно поженить Исаака на одной из своих дочерей. Because he was a descendant of the Hittites, who are Canaanites. Потому что он был Eliezer. из именно хананейских племен, то есть хиттеев. And he wanted one of his daughters to marry Isaac. И он хотел, чтобы одна из его дочерей, она вышла замуж за Исаака. And the way that the rabbis came to this conclusion И причина, почему раввины пришли к такому заключению, is, if we look in verse 5, если мы посмотрим 5 стих, it says, the servant replied, здесь сказано, раб сказал ему, suppose, or what if, or suppose the woman isn't willing to follow me to this может быть, не land? захочет женщина идти со мною в эту землю. Must I bring your son back to the land from which you came? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? And Avram says, no. Авраам сказал ему, берегись. То есть нет. And he gave him some more instruction. И он дает ему конкретное повеление и дает ему, то есть, раскладку, что он должен делать и как. And Eliezer goes on his way. И мы видим, после этого именно Элиазар идет как бы на свой путь, чтобы это все исполнить. So, if we look at verse 10, Если мы посмотрим 10 стих, it says, the servant took 10 of his master's camels, и здесь сказано, и взял раб из 10 верблюдов, all kinds of gifts from his он master, взял разного вида подарки, and went to Aram Naharaim, to Nahor's city. и встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Now, what's the significance of this verse? О чем это напоминает? Какое значение этого стиха? It is believed that this chapter has a really deep Messianic importance to it. То есть есть такой взгляд, что именно этот именно отрывок, он имеет очень глубокое мессианское значение. Where the servant is compared to the Spirit, the Holy Spirit. Где именно слуга, он подобен, как мы говорим, Духу Святому или Духу Божьему в данном случае. And those 10 camels represent the lost tribes of Israel. И с другой стороны, как бы эти 10 верблюдов, они как бы подобны рассеянным 10 коленам. And I'll explain that a little later on. Я, может, как бы больше попытаюсь об этом объяснить чуть. And the question is asked, where did they go? И вопрос Where did the стоит, servant go? куда этот слуга идет? It says Aram Naharaim. Он идет как бы Арам Нахараим, то есть It's basically Haran, он идет в Харан. which is known as, at that time, as part of Mesopotamia, Babylon, in other words. Он идет как бы в Вавилон, это часть Вавилонии. And in the scriptures, it specifies to Nahor's city. И здесь Писание упоминает именно, что город Нахора. Now, in English, it really doesn't mean much. Но на английском это не имеет большого значения, смысла. But if you look at the meaning in the Hebrew Но for если мы Nahor, посмотрим это значение именно на хибру, именно слово, именно имя Нахор, Nahor means sleeping or asleep. Slumbering, asleep. другими словами, человек, находящийся в сонном состоянии или спящем состоянии. So we see that the servant is going with 10 Что camels этот to- слуга идет с 10 верблюдами в город, to Babylon, он идет в Вавилон, specifically to a family в ту that is семью, sleeping. которая может находиться в состоянии сна, в состоянии So- как бы... A question, what is this symbolically showing? И вопрос задается, Bless что you. символически это на что это символически указывает нам? What is the symbolism behind this? Какой символ за этим всем стоит? I want to hear you guys' thoughts. Ваши мысли, пожалуйста. Let's- Я хочу сказать в отношении Нахора. Помните? I want to say in regards to Nahor. Именно когда Нахор, то есть, в принципе, скажу Фара, да, то есть это сначала было Фара. When we speak about Nahor, and I'm going to start with Terah, Фара, он вышел именно из Ура Халдейского. Terah, he left from the land of of the Chaldeans, И он именно вышел и поселился в Харане, да? and he settled in Haran. И, естественно, как бы сказать, он остановился там, потому что жизнь ему очень нравилась. And he в stopped there Харане. because he really liked the life that he was living there. И, естественно, как бы сказать, он на этом, как бы, вся его деятельность останавливается, он дальше And не that's идет. where his journey ended. He didn't go any further.
И, естественно, у него были дети. And of course, he had descendants. У него были дети, допустим, один был Авраам, One of his descendants was Avram. а именно другой это был Нахор. Another one was Nahor. И мы понимаем, что And we Авраам understand, пошел так, куда как Господь повелел ему идти. and we understand that Avram went where God wanted him to go. А что случилось с остальными But what детьми? happened with the rest of this family? Кто может сказать? Who can say? Они остались. They remained. Они продолжали жить в They Харане. remained living in Haran. Харан, что собой представлял Харан в то время? What did Haran represent in those days? То есть это было очень, как бы сказать, Comfort. комфортабельная It was a very жизнь. comfortable life. Люди жили очень круто, People lived really lavishly, и им было хорошо. and they had everything was pleasant. И, естественно, Фара отказался идти дальше. And Terah did not want to go any further. Он сказал, у меня уже здесь обетованная земля. He says, "This is my promised land," И он остался там. and he stayed there. И то есть, я думаю, подобные ситуации происходят сегодня с многими There's людьми. this situation happens to many people today, И во время, на протяжении истории Израиля эти вещи and происходили. throughout the history of Israel, these events То есть люди, also happened. которые были изгнаны в Вавилон, People who were exiled to Babylon, но потом, когда была возможность возвратиться but when they именно в had the землю opportunity to Израиля, return to the land of Israel, они говорили, а зачем нам возвращаться? some people asked, "Why do we need to return? Нам здесь хорошо, We enjoy life here. у нас здесь все есть. We have everything we need." И только именно, может быть, 10% вообще всех евреев, которые жили в Вавилоне, даже It's может меньше, possible that about 10% of people, at least 10% of people that were in Babylon, они вернулись в землю, returned back to the land, а все остальные and the остались. rest stayed. 90% осталось. Maybe up to То 90%. есть это указывает нам на эти духовные вещи, This shows these которые spiritual things постоянно происходят с народом That Божьим. constantly are happening with the nation of God. То есть мы видим люди, которые, допустим, идут за Богом, And we see people who are going after God, но потом, когда они приходят в место, где им становится жить хорошо, and when they settle in a place that is really pleasant to они them, начинают, как мы говорим, то есть засыпать духовно. they start to spiritually fall asleep, И они живут именно просто, как мы говорим, and they live в свое удовольствие. to their own pleasures. И вот эта ситуация, я думаю, And I think this situation она связана со всем. is connected with all these things, and that is exactly what I wanted to speak. Да, пожалуйста. Так же самое, как Бог говорил Моисею. Just like God spoke to Moshe, Когда вы войдете в землю, when you come into the land, где вы не будете, не строили дома, wherever you build your не houses, сажали, Дома, где вы не строили дома. where you didn't build вы houses, придете на все готово, you will come to everything that's ready, и будете жить хорошо и and you will live a благополучно. good and pleasing life. Он дает конкретное He предупреждение. gives them a warning. Берегись, Beware, чтобы ты не забыл при этом Господа. lest you Бога. forget the Lord your God. Потому что при очень хорошей, легкой жизни Because from a really prosperous life, очень легко люди it's very easy забывают for people to Бога. forget God. Не в том плане, что Not Бог in the есть на plan that небе, God is, believing that God is in heaven or not, а в том плане, что But in the- Ему служить. but in regards to serving Him. Потому что люди, когда получают все для своей жизни, все Because when people receive everything good in their life, они думают, they окей, think, okay, в шаббат приглашают поработать. on Пойду Shabbat they're offering поработаю. me to work. You know what? I'll go work. Лишние 3 сотни не помешают. You know, a couple more $100 in my bank account won't hurt. Я ж хочу обновить машину лучше. I want to buy a better car, you know, И есть возможность, and they have this ability. может быть, мебель обменять на более крутую. Maybe it could be possible И to люди upgrade something забывают, else, and и people они forget, уже живут, and they live и оправдывают себя and тем, confirm themselves ну, Господь же знает наши нужды. and say, "Oh, God knows my needs. Это к спасению не относится. This is not a salvation issue. Вот я живу, мне деньги надо, I'm living and I need money, и you не know, важно в какой день, and it doesn't matter what day." а Бог предупреждает. But God берегись. warns, it says, beware. Mhm. Yeah, Okay. that's a good point. Пожалуйста, еще комментарии по этой... Any other commentaries and thoughts about what we just read up to this point? Я почему так говорю? The reason why I say this, Я даже на сегодняшний день знаю персонально людей, to today's date, I know people которые конкретно они в Союзе чтили шаббат. who, back in the Soviet Union, they kept the Sabbath, И очень, как мы говорим, стрикт, очень and they kept it были. really diligently and strict.
приехали в Америку, And when they came to America, они работают по шаббатам. they now work on every Sabbath. И я даже говорю им, ну приходите. And they even на tell them, шаббат, hey, на собрание. come to the congregation, come check it out. Мы They're работаем. like, oh, we can't, we're Здесь working. такая жизнь, нам все надо. We're living this kind of life, we need stuff. Очень легко и просто это говорят. And they very plainly and simply state this. Поэтому, а Бог говорил, берегись. And that's why God warns Хотя эти us, люди считают себя beware. верующими. Even though these people consider themselves believers. Да, кавычки сходят, может быть, в воскресенье где-то на собрание. For what? For check mark. For a check mark that they, went to church on Sunday or anything like that. Но на As a самом check деле, mark. ихнее понимание But their обратное. understanding is Люди расслабляются. очень people are быстро. really lenient and slacking off on that. Yeah. So we got to be really careful to do the right things. Окей. Okay. Другая мысль. So basically, we with the servant that is going back to Babylon to Abraham's family that is sleeping. Другими словами, этот Елиазер идет как бы в той семье, которая, казалось бы, находится вот в таком сонном состоянии, как бы находится как бы в сонном состоянии. This has a messianic significance because Как бы в этом есть мессианское такое как бы то есть, как мы говорим, идея, мессианская идея, можно сказать так. that where in the scriptures it says, "Come out of her, my people," Где именно упоминается talking about Babylon, Вавилон, и сказано «Выйди из нее, народ мой». Помните такая фраза? and where God is going to pull the bride out of Babylon. И как мы видим, Господь как бы вызывает свою невесту из Вавилона. And in this specific story, who was that bride? И вопрос задается в этой истории, кто является этой невестой? Rivka. То есть в данном случае это является Ревека. Rivka is a type and shadow of the bride of the Lamb. Другими словами, Ревека, она как бы является моделью, указывающей на именно указывающей на невесту. And as she was part of the family that was sleeping, И она была как бы частью или именно из той семьи, которая находилась как бы в таком сонном или как бы духовно сонном состоянии. God allowed her to open her eyes and wake up И Господь позволил открыть ей глаза и пробудить ее. and to follow Him. И чтобы она именно следовала за ним. Or in this specific case, the servant, which is the Holy Spirit. И In в other данном words. случае, как мы говорим, то есть слуга, который в какой-то степени представляет Дух Святой или Дух Божий, который именно совершает все To be это. led back to the bridegroom, Чтобы именно возвратить именно эту невесту к жениху. which is Yeshua. В данном случае речь идет именно о And Ишуа. in this case, it was Isaac. И здесь как бы речь идет именно о Исааке. So, moving on, И двигаясь дальше, another really awesome point еще один из очень таких как бы удивительных in regards to the camels. мыслей в отношении именно этих верблюдов. Can somebody read verse 11, please? Кто-то может прочитать 11 стих, пожалуйста, если у кого открытое. Genesis 24, verse 11. Can someone read it out loud? 24 глава Бытие, 11 стих. Пожалуйста, кто-нибудь? Toward evening, when the women go out to draw water, he had the camels kneel down outside the city by the wall. «И оставил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер в то время, когда выходят женщины черпать воду». The camels kneeled by the well. И здесь сказано, что эти верблюды, которые именно находились у колодезя воды. What is the spiritual significance of this? То есть какой духовный смысл мы можем видеть в этой ситуации? Well, Пожалуйста. wells, they're, I guess you could consider it living water because it's, То есть колодцы, они представляют собой живую воду, другими словами, то есть то, что приносит жизнь всему. they bring life, and I believe the way wells work, it's like an underground river. It's moving water. It's not water that sits in one spot. Другими словами, как бы колодцы это как бы, как мы говорим, ключевая вода, которая именно бьет внизу, и она наполняет эти колодцы. And so, the living water, that would be, I guess, representative of God's word, Yeshua. И в данном случае живая вода, она представляет собой как бы это живое слово и представляет собой Ишуа.
And like Alan said, the camels represent the 10 lost tribes. И если мы Or maybe говорим even the 10 virgins in the parable. 10 как бы рассеянных колен Израилевых, или как мы скажем даже Было 10 верблюдов. 10 именно дев, 10 дев, допустим, мудрые, неразумные в таком смысле, да. That's the 10 tribes are thirsting for God's word, pretty much. Другими словами, Ding, ding, 10 ding, give him a cookie. 10 колен рассеянных, которые, можно сказать, ищут живой воды в таком смысле. The word kneel also means to bless or to be blessed by. И слово «нил» или как бы «поклоняться», то есть это тот, который ищет благословения в данном случае. So if you look at this in chronological order, Если мы посмотрим в хронологическом порядке, these 10 camels have been led эти 10 верблюдов, которые были ведомы, by the servant, ведомы именно этим слугой, which represents the Holy Spirit, который в какой-то степени напоминает нам именно Дух Божий, to kneel для того, чтобы поклониться, or obey and be blessed by, или для того, чтобы, как бы сказать, поклониться, чтобы получить благословение. where? At Yeah. the water. Именно у источников воды. And the water represents the word, the Torah. И это как бы слово, или вода представляет собой живое слово Божье. And with regards to this, the fountain, И по отношению именно, как мы говорим, этой живой воды, the word fountain, живая вода, или как мы говорим, источник, it is indicative of where everything is made plain and clear, где все, or where the word is made plain and clear. где именно вода становится чистой, или, So in other words, what we see from this что еще мы можем увидеть во всем этом, is that these 10 camels что именно эти 10 верблюдов, who are thirsty for the water, которые жаждут этой воды, and the servant, the request that he asked God, и именно слуга, который как бы дает пред Богом высказать свое желание по отношению to find the bride, of how he can find the bride. чтобы найти именно невесту для именно Исаака. Because who remembers what the servant asked of God? Что он именно просит у Бога в данном At the well. случае, у этого колодца? Can someone tell us? Кто помнит историю? Видишь? He wants a lady that comes out, one of the virgins that he asks her to give him something to drink. И он говорит, женщина, которая выйдет и которая именно даст мне попить, So that she would offer to give water to the camel. и также именно, что она напоит его верблюдов. Что она сама предложит. Да, она предложит напоить именно верблюдов И лично сама будет и поена. будет поить их. И я как бы вижу еще такую сторону. Громче говори, пожалуйста. Я Громче вижу говори. еще такую сторону. I see this что, other side, кто поет 10 верблюдов? that who feeds and waters the camels, Невеста, the которая bride, должна пойти. that needs to be found. Сегодня Бог делает, Today, God достигает 10 рассеянных колен is Reaching out to 10 scattered tribes. через тех, through как мы those. говорим, мессианских, The, которые, for example, the апостолы, Messianics, like because the apostles первые, которые несли это служение, that were доброй doing the вести. service at first, И все мессианские, которые сейчас Бог and all the поднимает, Messianics who today God is using, они как бы Бог через этих людей through these хочет people, God wants достигнуть to вот reach этих out потерянных to 10 these lost колен. tribes, Как мы знаем, очень многие as we know, рассеянных колен because находятся there's scattered tribes all over церквях. Christianity and churches, И просто неверующие люди, and которые many приходят. non-believers that don't do anything. И к концу времен And in the last days, написано, Бог соберет эти God will 10 колен. gather these И tribes back соберет together, их просто как просто стадо овец. and He will gather them like a sheep pen into a sheep. In other words, a sheep pen. А соберет именно, написано, 10 колен. И каждое колено будет особо собрано. And что? 10 колен будет собрано особо. Okay, he's not going to gather them like a herd of sheep, but According to the tribe. Each one of the tribes will be gathered separately. Потому что мы видим, написано, когда Бог Because we see it's откроется written Израилю, when God reveals Himself to when the Messiah is revealed to Israel. написано, что каждое колено будет рыдать особо. It says
every tribe is going to weep and mourn, especially separately. Поэтому мы сейчас думаем, So we с today какого я think, колена, с какого ты колена. what tribe Мы are не you from? What знаем. tribe are you from? We don't know, Ну, Бог знает, but God knows. и Он их сохранял, And He has protected them, и Он их соединял and He вместе. bound them together. И когда они придут, And when they come, каждое колено будет every особо tribe will be существовать. especially or separately existing. Многие говорят, ну, сколько там у тебя еврейской крови. Many people say, "Oh, what's your Jewish blood percentage?" Не важно, сколько для тебя, It doesn't matter how much blood it is for you. важно, сколько это для Бога. It's what's important is how important it is for God. И Бог, What percentage it is for God. и Бог соберет каждое колено. And God will gather every tribe separately. Yes. So what we see here И что мы видим в этой ситуации? is that the servant is asking for a test of the bride. И именно мы видим, что как бы этот слуга, он делает такое знамение пред Богом для того, чтобы убедиться или проверить именно, а действительно ли Бог посылает именно ту, которая предназначена для этой ситуации. And the test for the bride И в данном случае мы видим, то есть ту проверку или как бы сказать, то испытание, которое он делает для этой невесты. is to see if she will provide water И он проверяет именно, действительно ли может ли она напоить водой from the well, именно из колодца, from the word, и другими словами, от Слова Божьего, to the camels or the 10 lost tribes. или, допустим, для именно этих верблюдов или этих рассеянных, можно сказать, 10 колен. And it's important to note that in this case, Rivka, she was a virgin. И нужно понимать, что именно в тот момент Ревека, она является девственницей. And in Revelation, the bride of the Lamb is a virgin. И мы видим, как бы сказать, что невеста Агнца, она является девственницей. She wasn't polluted by the world. Она не была как бы загрязнена именно вообще этим миром. And that's why it was easy for her to leave her father's house. И поэтому легко было для нее оставить дом своего отца. So moving on, И двигаясь дальше, we see that Eliezer gives this request to God. и мы видим, что Элиезер как бы делает это знамение пред Богом. And specifically here in verse 14, И в 14 стихе он говорит такие слова. he says, "This is how I will know that you have shown chesed or mercy, grace, loving kindness to my master." И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я верблюдов твоих дам пить. Вот та, которую назначил ты рабу твоему Исааку. Посему я узнаю, что ты творишь милость, то есть милость это хесед. And I'm highlighting the word where God, you have shown mercy or loving kindness to my master. И как бы сказать, в этом сказано, что в этом есть, ты творишь милость господину моему Keep that in Аврааму. mind. Я хочу, чтобы это как бы увидели эту мысль. So we see in verse 15, before he even finishes speaking, the Rivka comes out. И прежде чем он именно заканчивает даже свою мысль, выходит Ревека. Her jug on her shoulder. И именно кувшин на ее плече. He runs over to meet her and asks her for water. И он именно идет ей навстречу, спрашивает ей воду. And in this situation, she is bringing out the same characteristics of Abraham. И то есть мы видим, она как бы соответствует всем характеристикам, которым соответствует Авраам. Where she is eager to help out others. То есть в ее Having that характере, that kindness. в ее характере она открыта к тому, чтобы именно оказывать милосердие как бы другим людям и гостеприимство и прочего. Такие And in вещи, the что делал same Авраам. and in the same manner that of Abraham, То есть таким же самым образом, как это было в характере Авраама. if you look at verse 20, Если мы посмотрим 20 it стих, says she quickly emptied her jug to draw water. и тот час вылила воду из кувшина своего и поила. Quickly. Быстро, то есть она не медлила. In other words, she was quick to do a mitzvah. Другими словами, она была быстра к тому, чтобы исполнить именно доброе дело или сделать что-то, какое-то добро. And so some commentaries say that this request was a very outlandish request that Eliezer asked of God. То есть, другими словами, как бы люди говорят, у него очень большие были запросы по отношению к Ривке в данном случае. Which, going back to that first commentary that says that he was trying to undermine Abraham's plan, То есть, с другой стороны, как бы пытаясь, другими словами, вмешаться в план Авраама, he tried to ask such a ridiculous request and see if God would он allow it to как happen. бы делает такое знамение, казалось бы,
бы, ну, невыполнимая в данном случае. And God follows through. Но Господь именно делает так, что именно это именно Way девушка, beyond the она expectation. выполняет именно все, то есть так, как Он поставил пред Богом. And realizing this, И понимая все это, let's look at verse 21. давайте посмотрим 21 стих. The man gazed at her in silence. Человек смотрел на нее с изумлением. В In other words, he молчании. was dumbfounded. Другими словами, то есть он был просто без слов от того, что случилось. It says, from another perspective, he says he was waiting to find out whether God had made his trip successful or not. И то есть как бы сказано, что он как бы стоял, думал, действительно ли Господь исполняет все то, о чем он просил. So we see that for all the good work that Rebecca did, И то есть всю ту работу или все то добро, которое делает Ревека в данном случае. bear in mind, she is watering 10 camels. И я хочу вам напомнить, что она именно напоила 10 верблюдов. Camels that have been traveling for a long time. Если именно верблюд, которые путешествуют долгое время, They're able to hold hundreds of gallons of water in their humps. они могут именно сотни галлонов как бы у себя вот в горбах хранить. And it's possible at this point that they were completely thirsty. Empty side. Yeah, the empty on the empty side, on the gas tank. У них, как бы сказать, то есть стрелка упала на самый ноль Yeah. в данном случае. So it would be hundreds of gallons per camel. И можете представить, это было сотни галлонов на каждому верблюду. And the fact that Rebecca was rushing with her jug И именно Ревека, она бегает с этим кувшином, поя этих верблюдов, to water these camels, чтобы напоить их, чтобы они напились. this would probably have taken quite a long time and lots of muscle too. И я думаю, что это требовалось бы очень много усилия и времени, чтобы все это сделать. Talk about a virtuous woman. То есть, как мы говорим, есть такая добродетельная жена, есть такое And for описание. all her good work, И через всю ту работу, которую она делает, we see that Eliezer gives her a golden nose ring. и он дал ей именно подарки. Here it says 1/5 of an ounce. Сейчас где-то, какие именно описания? Verse 22. 22 стих прочитаем. Когда верблюды перестали пить, тот человек взял золотую серьгу весом полсикля. It says half a shekel in weight and 2 bracelets weighing 10 shekels in gold. И еще интересно, 10, взял именно, сейчас весом, как бы, взял, 2 gold bracelets weighing 10 shekels. и весом, да, и 2 запястья на руки весом в 10 сиклей золота, шекелей золота. То есть, So интересно то, что я еще хочу добавить. it's interesting. Именно Авраам посылает и дает подарки именно своей невесте, That Avram sends the servant to give gifts to the bride. и он дает именно, возьмем, например, здесь получается 10 шекелей золотых, не серебряных. And he gives her 10 shekels in weight of gold of 2 bracelets. То есть, если мы посмотрим на 10 шекелей If we look at золотых, 10 shekels in gold, я не знаю, какая как бы разница между серебряным и золотым I don't know the шекелями. difference between silver and gold shekels, Но именно это очень большая, but this очень was a дорогой подарок. very expensive gift. Потому что, к примеру, если, допустим, Авраам покупает поле за 400 шекелей, Because if Abraham bought a field for 400 silver shekels, которое считалось несколько миллионов, which допустим, was на наши considered a деньги, couple millions of dollars, то именно если мы возьмем эти то есть, if we're talking золотые about запястья, 2 gold bracelets weighing 10 shekels, которые именно были in gold, не серебряные уже which золотые, weren't in silver but gold, то есть это было очень дорогие подарки. these were very expensive gifts. Тоже как бы Yeah. мы видим, что Авраам очень щедро именно And we see that Abraham really щедро что-то. как бы щедро это когда человек не жадный, а дает наоборот очень Very generous. generous, да, Yes. да. So and we see that the servant is still testing И при этом, то есть этот слуга, он как бы пытается, то есть убедиться, because he именно, basically gave her these gifts maybe as compensation for her work. и я думаю, что возможно это дает именно как подарки, как именно в награду за ее старания. Because what was the instruction that Abraham gave to the servants? И какие инструкции он дает именно, Авраам дает именно своему слуге? A bride from his father's household. И он говорит, что именно невеста из его родства, из его, с дома отца его. So if that woman that watered all his camels was not from the house of his father, Если бы эта женщина не была, или девушка не была с дома его отца, then at least he gave her compensation for her work. он хотя бы, по крайней мере, заплатил бы ей за ту работу, которую она сделала. And so what he does is he asks her, "Whose daughter are you?" И он спрашивает, чья ты дочь? She says, "Oh, I'm the daughter of Bituel."
Я, говорит, дочь Вафуила или Бетуэла. And over here, she even says, "Hey, come to our house. We have straw and fodder and room for Она staying говорит, overnight." иди, как бы сказать, у нас есть место для ночлега, и то есть и для твоих животных все у нас есть. So she passed another test И она проходит еще один как бы to see if испытание. she has a characteristic of Abraham to have Действительно, у hospitality. нее есть как бы такое понятие, как гостеприимство, то есть она именно это делает очень просто, открыто, и она говорит, у нас мы это делаем постоянно. And if we look at verse 26 and 27, what does the servant Eliezer do? И что делает Елиазер в данном случае? He bows down and prostrates himself before God and blesses him. И поклонился человек тот, и поклонился Господу. And he blessed God. И сказал, благословен Господь Бог, господина моего Авраама. Yeah. So this for us goes to show И для нас это показывает, that wherever we may be, независимо, где бы мы ни были, it is very essential for us для нас это очень важно, to glorify and praise God for His goodness and kindness that He чтобы мы shows to всегда us. могли именно прославлять Бога за Его действия в нашей жизни. Especially if it's in public. Особенно, если как мы находимся в обществе. Because bear in mind, he was by a well at a public place. То есть мы понимаем, что Елиазер, он находился конкретно он находился на улице, у And in this колодца, case, he's on his face on the ground, и он thanking именно в данной God. ситуации падает прямо на землю и славит Бога. То есть это So очень, очень важные if the вещи. servant can lay down on his face and bless God, Если человек именно публично падает лицом своим на землю и благословляет Бога, то есть это очень публичное заявление. we can at least verbally, publicly acknowledge God for His blessing. То есть для нас хотя бы это, если мы делаем, к примеру, публично, как бы конкретно провозглашаем и говорим о Божьих благословениях вслух людям, чтобы люди понимали, то есть наше понимание того, что мы видим вокруг нас. So moving on with the chronology of the story. И как бы двигаясь дальше в хронологии вот этих событий. I'm giving you guys all these details so you can see when I bring to the main point. И то есть я детали говорю, чтобы нам как бы увидеть некоторые детали. Я хотел бы еще несколько таких вопросов или I wanted рассуждений, to прежде чем продолжим дальше. the pastor wants us to have a discussion and any questions or comments before we continue. То есть я говорю, к чему, допустим, здесь вот эти характеристики описаны. The reason why допустим, we talk about the characteristics that are written, то есть для чего это написано? why is this written? Например, как мы можем это использовать сегодня? How can we use these things today? То есть, естественно, мы видим именно согласно того, что именно делает Ревека. In accordance to the things that Rebecca does, Это указывает нам на то, что It goes Господь to show ожидает сегодня от нас. what God expects of us. К примеру, For example, у нас есть молодые ребята, we have a couple of young individuals, которые, допустим, парни, допустим, которые хотят себе найти, к примеру, допустим, of девушек. men who, for example, want to find themselves women. И, естественно, есть девушки, And there are women которые желают себе найти хороших парней. who desire to find a good man. Естественно, кто из нас ищет себе плохих? And we can ask ourselves, who's trying to find a bad partner? Я думаю, это не таких I'm нет. sure nobody wants to. Все хотят найти самого хорошего. Everybody wants the best. Хотят. Да, Она но, будет плохим. допустим, задается But the вопрос, question is asked, как найти хорошего? how do you find a good one? У меня вопрос для вас. This is my question to you и я guys. хотел услышать вас. And I по want to этому hear поводу. you guys about this. Гриша, расскажи нам, как найти хорошую. First step is you have to be a good one too. Первое, то есть ты должен быть сам хорошим. Это, я думаю, это один из важных вопросов. Пожалуйста, еще. Идеи, Anyone else? мысли? Диана, у тебя есть что сказать? Which one? Which one? Обоє. Обои. Допустим, И ты, и Take другая. turns. Be on the same page. А? Be on the same page for Don't be unequally yoked. yeah. So basically, you be like together in like same like mind. Ну хорошо, а если, допустим, человек плохой, он себе ищет такого же самого? And if a person, Don't be so equally for yoked. example, if somebody is bad, should they find someone that's just as bad as them? You should. Why ruin somebody else's life? Anyone else? Кстати, хорошая мысль. То есть, That's a good point. то есть сказала Диана, что That как бы Diana сказать, said. то есть люди обычно ищут себе подобного. That people try to find their significant other, the То equal. есть, и действительно это так и происходит. And this is what happens. Говорят, какой шел, такую нашел, такое есть The выражение. way that person I mean, walks is who they find. то есть, и это важно. And this is important. Почему, как Гриша сказал, если, Why, as допустим, Grisha said, мы
со своей стороны стараемся We быть do, from our максимально part, хорошими. do the best of our ability to be as good as И насколько possible. мы поднимаемся духовно, And the level that we are lifted up spiritually, насколько мы посвящаем себя, the amount that we послушанию invest Божьего ourselves Слова, into the Word of God, настолько Господь и подготавливает для нас is the ту same level половину, that God prepares our other half, которая, допустим, будет соответствовать нам. who will be compatible with us. Как вот Дианы сказали. As the Diana said. Допустим, в том смысле, что каждый человек будет именно иметь себе подобного. Everybody will have a significant other, И для того, чтобы именно or someone that's like them. для того, чтобы тебе именно получить то, что соответствует тебе, And in order for you to get someone that's compatible with you, то есть тебе нужно расти. you have to grow. Если ты не будешь расти, If you don't grow, ты будешь расти или туда, или туда. you will either grow up or grow down. Да, то есть нету как бы понятия, что ну или надо ее в ширину. Да, Or sometimes people grow horizontally. There's that too. но мы говорим именно о том, что, допустим, если человек растет, But if a person grows, он достигает какого-то уровня. they strive for some level. К примеру, допустим, For example, молодой парень a young man хочет иметь себе добродетельную жену. wants a generous, kind wife. Он хочет иметь, чтобы она была очень He духовная. wants her to be spiritual. Он хочет, чтобы она могла быть, то есть послушная. She wants her to be obedient. И много перечислять And all these other ситуаций. checklists. И убирала, и And cleans, and стирала, cooks, and washes, и работала, and works, и все на свете. and nurtures, and everything on the face of the earth. Естественно, допустим, девушка, And the woman, она тоже ждает что-то от she also своего, expects something of her, допустим, парня. part of the man. Она хочет, чтобы он был работящий, She wants him to be a hard worker, богобоязненный, God-fearing, любящий Бога, loving God, любящий семью, loving his family, был лидером в семье, leader of the head of the house, заботился о ней, taking care of her, покупал ей все, что ей надо, buying her all the shoes and прежде purses, чем она подумает, чтобы он уже это делал. that before she even thinks about it, that he does it for her. И мы можем перечислять. And we could, the list goes on and on. И это хорошо. And this is good. Это хорошо с двух сторон. It's good from both sides. Но оно не происходит, But it doesn't happen если эти стороны не работают над these two этим. sides do not build themselves up Чтобы towards именно these, это towards these происходило, goals. And for this to happen, начинаешь с себя. you start with yourself. Писание говорит, Scripture says, Бог дает добродетельную жену кому? God gives a woman of valor to who? Кому? Кто может сказать? To who? Those Боящимся that fear Бога. God. То есть, другими словами, In other words, те, которые старательно those who diligently следуют и исполняют все, что Господь сказал. fulfill the will that God has instructed. А если они этого не делают, And if they don't do this, у них не будет такая жена. they won't have this kind of wife. Они найдут себе такую, которая будет им соответствовать, как Диана сказала. They'll find one that's similar to them, as compatible with them, as Diana has said. То есть, другими словами, насколько ты вырос, In other words, that level that you're at то есть у тебя будет такая is жена. that level of a wife that Поэтому you'll это, get. чтобы мы понимали, то, что мы сеем, So that's why what I'm trying to say is what you sow мы пожнем. is what you will reap. Речка, пожалуйста, чтобы я твою мысль не высказал. два раза теряла. She lost her thought twice. Хотеть не вредно, да, как говорят. To want is not bad. Хотеть благословенного мужа или благословенную жену. To want a blessed husband or a blessed wife. В 28 главе Второзакония Бог говорит: And Deuteronomy 28, God says, избери для себя благословение. choose for yourself a blessing or a curse. Кто хоть один человек кричит: я хочу быть проклят. What kind of individual would yell out and say, I want to be cursed? И говорит: я благословен. Even those who are cursed think of themselves that I'm blessed. Но есть условия для благословения. But there's a condition between a blessing and a curse. То, что люди говорят: я хочу. Those people that say, I это want, хорошо, and it's good. но получишь то, как ты живешь. But you will receive based on how you live. Люди, как есть такое выражение, many ты можешь сеять people все, что ты хочешь. Many people, сеять. there's a saying that you can sow as much as you want, Whatever you want. whatever you want, Но пожинать будешь только то, что посеял. but you will only reap what you sow. Если человек сеял If a person sows зависть, злобу, bitterness, hatred, неприятность ближнему, unpleasantness with their partner,
а хочет прийти на поле и пожать but they want to go, доброту, into that field and внимание к нему. reap Он submission это and не love посеет, and не joy and пожнет, peace. потому что They это will не never reap сеет. that because they did not sow that. Поэтому человек избирает сам. So that's why a person chooses for themselves. Даже в выборе своего спутника жизни. Even based on their actions in their life, Not action to whom he will gonna choose as to whom they choose. Yeah. a husband or wife. Если ты ходишь перед Богом If you walk в страхе, before God, fearing Him, то Бог тебе даст и then God will благословенную grant you жену, и a blessed wife добродетельную, and a kind wife, независимо. regardless. Он не будет бегать, искать и проверять. He won't be тебя. running around trying to find. Не пойдет где-то в Африку. Won't или go где-то, to somewhere to look for где эти camels находятся. to the Middle East or to Africa where the camels are to see if she's there. Or he's gonna water them. Yeah. Этот человек просто живет, служит Богу. That person Бог just lives and serves God, сводит встречу с таким человеком, and God которого makes он ends встречает meet в for them своей жизни, to meet someone, женится, to marry, устраивает свою to build their семью, house, и их жизнь просто идет and their life just благословением. continues blessed. А те, которые живут неправильно, But those that don't live right, они бегают везде, ищут they run правильно, around everywhere trying to find the right one, и вроде бы находят. and they find one, Такую же самую, как сами. И оказывается, and в жизни, in в reality, жизни, throughout their lives, он смотрит в зеркало и видит he's looking in the себя, mirror and sees himself. и говорит, вот у меня негодная It says, жена, "I have what a bad wife." вот у меня негодный муж. Oh, and she says, "Oh, I have such a bad husband." Ты смотришь в зеркало на Look in the себя, mirror. You're looking at the mirror at yourself. потому что, как Диана сказала, Because just as Diana said, подобное соединяется с compatible with подобным. who you are. Yeah, it's a good point. Богдан, пожалуйста. У тебя есть что-то сказать? Yeah. По отношению этого, у тебя есть мысли именно Do you have any в отношении, допустим, как With мы- regards to anything about this. кого Бог сводит и как сводит в таком смысле? Поблагодатью. Поблагодарить. By grace. Я живу как хочу, а Бог даст мне по благодати хорошую жену, да? I live. The pastor's wife said, "I live how I want, and God's gonna provide me a good wife through grace." Yeah. There was this parable I heard from a rabbi. Одно из таких притчей, которые именно говорил один из раввинов. So he said that a person, like one of the leaders, like I think it was a queen asked him, what did God do after he created the world? Like what is he just sitting there waiting, just until judgment? What is he busy doing right now? Другими словами, после того, когда Господь сотворил все, чем он занимается, то есть какие его занятия в данном случае? And the rabbi said he's busy pairing people up. И Рабай говорит, что он очень занят, пытаясь спаровать людей, то есть, чтобы нашли они как бы свою половинку. So the queen was like, really? That he's wasting all that time on this? И он говорит, неужели Бог тратит именно все свое время на эти вещи? She's like, I'll do it. So she got 1,000 male slaves and 1,000 female slaves. И она берет рабов, допустим, 1000 рабов, допустим, мужчин и 1000 рабов женщин. And she puts them together and pairs them up. И она как бы парует этих людей. At the end of the day, she felt really proud of her success. И после всего, в конце дня она себя почувствовала очень удовлетворенной за свою деятельность. She said, it ain't that hard. И она говорит, в принципе, это не так сложно. The next day, На следующий день there was 2,000 people at her door. было 2000 людей у ее двери. And they said, I don't like my wife. I don't like my husband. И они говорят, мне нравится мой муж, мне нравится моя жена. So she said, well, I guess that's what keeps him busy. То есть, да, теперь я понимаю, почему Господь именно, так как бы сказать, прилагает на это очень много усилий. Yeah. So, but yeah, what he said in regards to that is that as you make your life choices, И другими словами, когда мы делаем выбор в нашей жизни, какие-то мы делаем решения в нашей жизни или выборы, you become like you are paired up with a certain kind of people. другими словами, то есть именно через наш выбор, через наше
через наши действия, которые мы принимаем в нашей жизни, мы таким образом уподабливаемся с теми людьми, которые делают подобный выбор в своей жизни. So, as time goes by and you change things about yourself, И в процессе нашего, как мы говорим, духовного возрастания, когда мы возрастаем на какой-то уровень, or you fall down, или наоборот мы опускаемся на какой-то уровень, you start to deserve the person on your level. то есть, другими словами, мы таким образом именно заслуживаем тех, кто находится в данном случае на нашем уровне, Not the level that you were at. но именно не на том уровне, на котором мы не находимся. Это очень правильно, да. Поэтому то есть, все были правы. That so everybody was correct. Participation points for У everyone. нас еще, пожалуйста, Диана еще хочет сказать мысль. Diana has another thought. I remember when we were watching Jim Staley, he said, be the person you're looking for is looking for. Другими словами, Andy, то есть, Andy Stanley. будь человеком тем, как бы сказать, к которому ты стремишься, чтобы ты был таким же самым человеком, для того, чтобы тебе иметь этих людей в таком смысле, да, так оно есть. Подобное, has to be apples to да, apples. подобное соединяется с подобным, это Yes. очень важный момент. То есть, если мы действительно хотим в нашей жизни достичь каких-то духовных вершин, If we do want to strive for very spiritual что? Levels, Levels, то есть мы должны работать над we собой, must work on ourselves чтобы подниматься на этот уровень. to be lifted up to that level. И если ты будешь подниматься на этот And уровень, if you do not lift yourself to that level, то есть и именно те, с которыми, то есть Господь именно поднимает нас всех на этот уровень. then что? То есть таким образом, то есть если ты достигаешь этого If you уровня, strive for example this level, то именно и половинка твоя будет именно с then такого your уровня. significant half will be at that same level. Потому что Господь именно порует людей соответственно Because God pairs people их in accordance духовного to уровня. their spiritual levels. И это очень важно. This is very important. Okay. And what's also interesting И что еще интересно, is in regards to Rivka's actions for the servants. по отношению именно действий Ревекки в отношении именно Элиазера. This is a very important lesson for mainstream Christianity. Это очень, как бы такой, думаю, урок важный для, как мы говорим, всех верующих людей, христиан. When the servant asked her for water, И когда этот слуга просит у нее дать ему воды, did Rebecca say, сказала ли Ревекка? "Yes, drink up, be filled, be warm"? Она не сказала, наполняйся, то есть, как бы сказать, обогревайся, пускай у тебя все будет. I hope you guys understand what I'm Вы referring понимаете, to. что я имею в виду? То есть, одно дело, когда мы говорим... It's one thing to say, it's another thing to do. Одно дело, когда мы говорим, пей, ешь, веселись, или там, что еще в этом плане. What we see is Rebecca backed up her words with her Мы видим, works. что именно Ревекка, она не только говорит слова, она именно исполняет их действия. And since we know that she is a type and shadow of the bride of the Lamb, И так как она является прообразом невесты Иешуа, and just as we have spoken about the, building yourself up spiritually, и как мы говорили о том, как мы должны именно возрастать духовно, if you expect yourself to be the bride of the Lamb, если мы именно видим себя как бы в числе именно невесты Мессии, if you're not doing the characteristics of the bride, если мы не исполняем те характеры или как бы характеристики, которые именно подлежат именно этой невесте, and showing your longing for that level by acting at that level, и как бы не стремимся к ним в действии, чтобы нам быть в действии, исполняя это все. then, as that saying goes, words without actions are just words. Как Писание говорит, что именно слова без действия это просто пустые слова. So we have to back up our words and our thoughts with our actions, Наши слова должны подтверждаться делами. especially if we want to be the bride of the Lamb. Именно особенно, когда мы хотим быть на этом уровне. So moving on, И двигаясь дальше, we see that Rebecca leads the servant with the camels to the house of Lavan. и мы видим, что Ревекка приглашает этого слугу в дом Лавана, то есть в дом не Лавана, а в дом Нахора. Правильно? То есть где ее брат Лаван. Yeah, and
she tells them about what happened. И она именно рассказывает о всем, что происходит. Probably bragging about how much muscle she gained too. Она показывает, да, From то all есть, that water carrying. сколько она там напоила верблюдов. Calories she burned. Yeah, that too. Сколько калорий. So it says that in verse 29 И that 29 стих, где she сказано, had a brother named Lavan, у нее был брат именем Лаван, and the Torah highlights these words. и именно Тора как бы подчеркивает эти стихи. When he saw the nose ring and the bracelets on his sister's wrists, Когда он увидел именно на ней вот эти все украшения, he sprung out to meet the man by the camels. Лаван выбежал к тому человеку навстречу. So it looks as though he is, in the same manner as Abraham, running out to greet. Похоже вроде как на то, что он бежит, чтобы встретить человека. But what do you think the reason was for him running out so fast? Но именно какая причина была, главная причина, почему он побежал так быстро? Dollar signs in his eyes. Получит то же самое. Он увидел- Probably hoping to get the same thing. Он как бы хотел тоже получить какие-то денежные вознаграждения. And it's interesting И интересно здесь то, that in Hebrew the word Lavan, на иврите слово лаван it means white. обозначает белый. And this is probably likened to one of the things that Yeshua said. Это, возможно, как бы мы можем связь к тому, что говорил Иешуа. That's thing the black Hebrew Israelites cult ideology pretty quickly since Lavan. Means white, yeah. Where Yeshua talks about the hypocrites who are like whitewashed tombs. Где Иешуа говорит именно вы гробы окрашенные, Who outwardly appear righteous, где именно сказано, что вы внешне выглядите очень святыми, but internally they're full of dead men's bones. но внутри вы наполнены всякой как бы нечистоты, можно сказать так. So how is this compared with Lavan? А как мы можем это сопоставить с Лаваном? Well, first we see that his actions for running out is because of dollar signs in his То eyes. есть мы видим, что действия его они как бы потому, что он именно стремился к как бы к деньгам. And if we look at verse 31, Если мы посмотрим 31 стих, he says, "Come on in, you whom Adonai has blessed." он говорит, что зайдите, благословенные Господом. The reason why he says this Причина, почему это говорит, is because people liken the success and prosperity of an individual to the blessings that their God has другими given them. словами, то есть он видит, если человек имеет какой-то, как мы говорим, финансовый достаток, в его глазах в этом есть все благословение. That's why when Yeshua was talking about it's easier for a camel to go through the eye of a needle than Где еще упоминает именно легче верблюду пройти через игольное ушко, than for a rich man to enter the kingdom of heaven. чем именно богатому человеку войти в Царствие People, Небесное. his apostles were thinking, who can be saved then? И апостолы, естественно, задают вопрос, слушай, если настолько это трудно, как Because кто может спастись? because they had an understanding that somebody who was blessed financially, Потому что они понимали, что если кто-то благословен финансово, they were blessed by God. то есть в этом все благословение заключается. So it helps us to understand it better. И это как бы больше раскрывает нам именно другую сторону благословения. So Lavan tells him, "Why are you standing outside? Come inside." Он говорит, дорогие гости, заходите скорее, не стойте на улице. And with verse 32, 32 стих. if you look at this translated literally, Если мы посмотрим именно, то есть точный, как бы как дословный перевод, именно что здесь написано. it implies that the man Это the указывает servant именно на этого слугу, was the one that was unloading and providing straw and water to the camels. то есть это тот, который должен был, по идее, питать или кормить верблюдов и And допустим, not Lavan or Lavan's servants. но не именно Лаван или его слуги. So again, as I said, words without action are just words. И как мы видим, что слова, которые не подтверждаются делами, это просто пустые слова. So moving on, Двигаясь дальше, we see that a meal was set before him мы видим, что to the servant Eliezer, как бы ему накрывают на стол, то есть Елеазар. and we can see the really good spiritual level of Eliezer in the circumstance of what he says. Мы видим как бы духовную сторону Елеазара именно и о том, что он представляет и что он говорит. He says, "I won't eat until I say what I have to say." И он говорит, я не буду кушать до момента, пока я не объявлю вам ту причину, почему я здесь нахожусь. And this just goes to show И это показывает нам, that a righteous individual will
run and rush out to do and fulfill what God expects of То есть это them. указывает на то, что праведный человек, в первую очередь, он идет для того, чтобы выполнить ту миссию, которая на него возложена Богом. Avram rising early in the morning to bind and sacrifice his son. Мы знаем Авраам, когда Господь ему дает повеление, он рано утром встает и делает то, что Господь от него требует. Moshe rising early in the morning. Мы видим Моисея, который встает рано утром. The servant saying, I won't eat until I speak. Мы видим именно этот слуга, он говорит, я не буду кушать, пока я не скажу свое дело, с которым я пришел. As we talked about the priorities with burying, let the dead bury the dead. Как мы говорили сегодня о приоритетах, в отношении того, когда Ишуа говорит, что пусть мертвые погребают своих мертвецов. A person who puts God on the secondary position, Если человек ставит Бога на второстепенное it is место, likened to hating God. это подобно тому, как Писание говорит, это есть ненавидеть Бога. And those that love God will rush to do His will before they do their own. Но именно те, кто любит Бога, они, в-первых, исполняют волю Божью, прежде чем они исполняют свои какие-то желания. And then we get to verse 34 on, И таким образом мы приближаемся к стиху 34. which brings me to my point about repeating. And wasting, is God wasting His Другими words? словами, как я говорил уже, раскидывается ли Бог словами впустую? Because from verse 34 down to quite a bit, it's basically repeating the exact stuff that happened. С 34 стиха и ниже, то есть мы видим повторение. He basically reiterates the entire story that happened up to this point to Lavan and his family. И он бы как бы пересказывает всю эту историю, которая уже случилась с ним. And then we get to verse 39, И когда мы придем к 39 стиху, where he says, "I said to my master, suppose the woman isn't willing to follow me." и я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною. Now, in the English, it doesn't seem like much. И на другом переводе, то есть в переводах оно не звучит именно, и как бы нету большого такого смысла или значения. If we look in the original Hebrew, Но если мы посмотрим именно с оригинального текста, the Hebrew word is ulai, с иврита идет слово улай, which could translate to suppose or perhaps. которое можно перевести к примеру, или возможно, или в таком смысле. It's the same word that was used in verse 5. То есть то слово, которое используется в 5 стихе, Where the servant says, suppose the woman isn't willing to follow me. где сказано, что а если женщина не захочет. Now in the Hebrew, in verse 5, it has a vav in it. И именно на иврите там стоит именно буква вав в этом слове. But if we look at verse 39, when he's speaking to Lavan, it doesn't have a vav. Но когда он говорит именно это Лавану, он в этом слове нет уже слова вав. So the word that could be that could mean for that for ulai could be perhaps instead of suppose. И таким образом, то есть это слово, которое, допустим, здесь звучит как улай, в данном случае оно звучит уже немножко по-другому. Either ulai or eli. Где именно улай или илай. So as I was talking about how there's a commentary that Eliezer was subconsciously trying to undermine Abraham. И как только комментарий, где именно Елиезер пытается именно представить свою идею таким образом, как бы не выполнить план. And this shows a good lesson for us. И это показывает для нас очень хороший урок. Because sometimes people don't notice what their subconscious wants until they say it out loud for themselves. И иногда люди, как бы, к примеру, даже не понимают, что находится в их подсознании до момента, пока они не высказывают вслух свои желания. Or for example, if somebody sins against you and you don't tell them about it, how are they supposed to know? Другими словами, если человек согрешает против тебя, и если ты не скажешь им вслух, чтобы они услышали и сопоставили, как они могут об этом узнать? And instead you sit there and hold a grudge. Вместо этого многие люди просто держат именно это неприязнь в самом себе. While the other person not knowing anything. Другой человек даже не подозревает, что they're wondering what's going on. Why are they being so distant? И именно, он видит, что человек отдаляется от него, но не понимает по какой причине. Baruch Hashem that God gave us instructions of what we have to do in those situations. И слава Богу за те инструкции, которые Бог нам дает, как мы должны поступать в этих So ситуациях. one of the explanations of why this Eliezer is basically repeating the chapter. И причина, почему здесь именно Елиазар как бы повторяет, именно пересказывает всю эту историю, is because he was it helped him to understand what he was subconsciously thinking.
И это как бы раскрывает именно то, что было в его подсознании до этого, и как это все начало реализовываться. And as he implied, perhaps instead of suppose, И где он использует слово, допустим, а вдруг, если, допустим. he understood that he was he brought that subconscious thought into the conscious. Другими словами, то есть вот эта мысль его как бы сомнения, которые он, или какие-то свои планы, которые было его в подсознании, And оно realized- начало раскрываться. And he realized that he was trying to undermine Abraham. И таким образом скрывает, что он не совсем доверял именно тому, что Бог говорил через Авраама. And it's also interesting that the word vav in Paleo Hebrew, И- it means to add. И как бы буква Вав в палеохибру она означает, что означает? Add. Добавлять. Добавлять. One of the meanings is to add, or a nail to secure, to add. То есть то, что добавляет в таком смысле. And in the verse that he said to Lavan, that vav was missing. И когда именно слово, которое он говорит именно уже Лавану, пересказывая это, то есть именно это, вот это Вав, оно отсутствует. So from this we can understand that Через это мы просто понимаем, Eliezer didn't add something. то есть таким образом, как бы Элиазер уже, когда он пересказывает именно эту всю версию, он уже не добавляет ничего от себя, а именно говорит все то, что только нужно было передать. So the question is, what didn't he add? И вопрос задается, то есть что он в реальности хотел добавить, или что было у него как добавочный материал. If we look at verse 13 and 14, Если мы посмотрим 13-14 стих в данном случае, I'm going to highlight the main point. я хочу подчеркнуть главную мысль. This is how I will know that you have shown chesed to my master. Вот я стою у источника, и... This is how I know you will show chesed. Да, то есть здесь сказано, то есть, и таким образом я узнаю, что ты являешь милосердие рабу твоему. Yet when he is reiterating the story to Lavan, Но когда он пересказывает эту всю историю Лавану, if we read verse 42 and 43 and 44, если мы почитаем 42-43 стих, you guys can read that for yourselves. можете прочитать для себя, He leaves out the point where he says that I will know that you have shown chesed to your servants. то есть где он именно говорит, что таким образом я узнаю, что ты показываешь милосердие рабу твоему. That part was left out. То есть мы видим, что здесь одна часть отсутствует. So we can ask ourselves the question, what does this mean? И мы зададим вопрос, почему именно, какой смысл всего этого? What I'm thinking И что я могу видеть в этой ситуации? is that he was purposely leaving out kindness and compassion То есть он в данном случае как бы удаляет именно вот это такое слово, как доброту и милосердие, because he understood who he was talking to. потому что он понимал, с кем он разговаривает. Because it looks as though Lavan is being super righteous and kind. Несмотря на то, что Лаван, он выглядел вроде бы таким праведным и добрым, Yet in the next couple of Torah portions, we'll realize that he is quite the opposite. то есть в реальности, как бы в нашем дальнейшем изучении Писаний мы увидим характеристики Лавана, кто он был на самом деле. That's why I bring out the word white, as in whitewashed tomb. То есть мы можем уподобить его, как мы говорим, гробу окрашенному в данном случае. And it's interesting И интересно здесь то, that it could be possible that after he realized what he was doing, и после того, когда он осознавал, что он делает, in verse 38, в 38 стихе, he reiterates how he prostrated himself before God and blessed God. где он именно распростался перед Богом и благословляет Бога, Specifically he said, blessed Adonai, God of my master Abraham, for having led me in the right path to obtain my master's brother's daughter for his son. Другими словами, благословен Господь, который провел меня путем, что я мог привести и жену именно из дома как бы отца Авраамова. Now bear in mind, he is speaking to Lavan. Но при этом как бы он вроде как бы говорит именно обращаясь к Лавану. And we understand that Lavan was an idol worshiper. Но при As этом his мы family понимаем, was. что Лаван при этом был идолопоклонником. Because in a future Torah portion, he gets mad that Jacob steals his idols. Or Потому что Jacob's дальше мы wife читаем, steals his что idols. именно он как бы сердится на то, что Якова, допустим, жена, она украла его идолов. So, and the servant is specifically saying, blessed be God, master of Abraham, for leading me in the right way, in the right paths. И он The righteous благословляет path. именно Бога Авраамова, который провел его правильным путем.
so we can see В этом мы видим the righteousness of that servant. именно праведность этого слуги. And I think another explanation in regards to why he was saying the way that he was saying to Lavan И именно еще одно объяснение, почему он говорит именно эти вещи Лавану. is because it's he was calibrating his interaction to minister. Потому что он использует это для того, чтобы послужить именно Лавану. He was calibrating. Он как бы, суммирует или как бы, то есть, оттачивает или более направляет. Yeah. Because we understand Потому что мы понимаем, that sometimes you have to put yourself in the other person's shoes in order to minister to them. для того, чтобы эффективно как бы послужить человеку, объяснить ему что-либо, нужно понимать именно уровень, на котором он находится, или ситуацию, в которой этот человек находится. Especially if we're trying to spread the gospel to non-believers. Особенно, когда мы пытаемся именно говорить Слово Божье человеку неверующему. Well, we can remain in our spiritual level, our high spiritual level. Мы можем находиться на нашем духовном уровне, But we must calibrate our interaction но мы должны направлять наши цели in order to help relate to them. для того, чтобы нам как бы, другими словами, говорить на уровне тех людей, чтобы они могли вместить именно то, что мы пытаемся им донести. And we see that from what he said to Lavan. И то, что он пытается говорить Лавану, или то, что он говорит He wasn't putting emphasis on kindness. He was putting an emphasis on worldly possession and wealth. Но он делает как бы ударение на вот именно, как мы говорим, богатство или, то есть, вот именно prosperity, можно сказать так. Yeah. Instead of kindness and compassion of God. Вместо, допустим, доброты и милосердия Божьего в данном And случае. then he brings out, God who led him in the right paths. И он говорит дальше, что именно Бог, который провел его правильным путем. And in this way, he was helping minister to Lavan. И таким образом он мог как бы раскрывать или служить именно Лавану. So then we look at verse 53. Если мы посмотрим 53 стих, This is another messianic foreshadow. и здесь еще одно как бы мессианское, мы можем сказать, Verse 53. то, что как бы раскрывает нам мессианскую сущность. Then the servant brought out silver and gold jewelry together with garments and gave them to Rivka. He also gave valuable gifts to her brother and mother. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды дал Ривке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. So what is the gift that he gave to Rebecca that he didn't give to her brother and mother? Какие, допустим, он подарки дал Ревеке, которые он не дал, допустим, ее брату и матери? Can somebody tell us? Garments. То есть это одежды. So what is this pointing to? О чем здесь идет речь? What does the bride of the Lamb wear in Revelation? О чем указывается, в чем была одета невеста в Откровении, когда описывается невеста Иешуа? Garments of fine linen. Сказано, что она была одета именно в Garments of righteousness. праведность, да, то есть там, как я не помню, как... Да, льняные одежды, которые именно являются Which represent righteousness. праведностью. So we see that out of all the people in the family of Abraham, То есть мы видим как бы все члены Abraham's relatives, именно из этой семьи, в которой находится Ривка, only the bride received the только garments. Ревека получает именно одежды. So do you guys see that messianic parallel? Видите, мы мессианское пророческое именно указание в данном случае. Какое-то. And then we get to verse 55 where they ask to let Rivka stay for a few days, at least 10. И когда они просят дальше, что останься еще дней на 10 вместе с нами. It could be possible this is talking about the 10 days of wrath in Revelation. Возможно, это указывает на 10 дней гнева или 10 чаш гнева, которых, допустим, Where the bride could be preparing herself for the marriage supper где именно while the world is being punished. Где именно невеста приготовляет себя для, как бы мы говорим, для брака в таком смысле. And then in verse 60, her family blessed Rivka with these words. И 60 стих здесь именно семья благословляет Ревеку. Our sister, may you be the mother of millions, and may your descendants possess the cities of those who hate them. И сказано, благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, даруется тебе
тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Specifically, it says the gates of those who hate them. И сказано, что да владеет она воротами. То есть воротами это место как бы правления. Не знаю, то есть да находится она в правлении. Okay, so we see that this blessing is pretty effective on Rebecca. И мы видим эти благословения, они очень эффективны на Ревекке. Because the descendants of Rebecca, she did truly become the mother of millions. И действительно, то есть мы видим, что потомки Ревекки, они действительно являются миллионами. And there quite a few descendants are possessing the gates of those who hate them. И безусловно, как мы понимаем, что многие из этих людей, они находятся у власти, у всех даже людей и странах, которые могут ненавидеть именно Израиль, но именно при этом, то есть эти люди присутствуют в правительстве. So what's the significance of possessing the cities or the gates of those who hate them? То есть здесь какая связь быть именно владеть, как бы сказать, воротами или быть в правительственном положении в отношении? Well, those that hate you, if you are in control of their government, то есть те люди, которые могут ненавидеть тебя, но при этом, если ты управляешь их как бы структурой, then they can't commit a genocide and kill you. и они не смогут ничего сделать против тебя и убить тебя. It's a good point. Хороший point, да, хорошая идея. What does it mean to possess the gates? Что значит именно владеть вратами? Can someone tell us? Кто-то может сказать? Greg already gave a pretty good point, sir. Да, быть, To that. как бы сказать, владетелем ворот. Что это значит, да? Да. Ну, это значит владеть властью, правильно, которую... Можешь перевести это? То есть, другими словами, где сказано, что, it's basically to be in possession of rule over the government structure, being some kind of Yes. government structure. Yes. To possess the gates. То есть, владеть вратами. Who are the ones that, quote unquote, possess the gates? Кто является, то есть те, которые именно отвечают за ворота именно города или там страны или в таком плане? In that culture, it was the judges. Это были люди, которые были, допустим, например, судьи или правительство города. So in other words, that blessing that they're giving to Rivka, И в данном случае благословение, которое дает Ревекке, they're telling you, may your descendants possess the gates of those who hate them. другими словами, да владеют они именно правительственной структурой, именно тех, которые их ненавидят. In other words, Тебя будут ненавидеть в таком смысле. Другими словами, in other words, may her descendants judge those who hate them. и как бы сказать, то есть пусть твои потомки, они будут судить тех, которые при этом даже ненавидят тебя. Because not only are they able to have control over their enemies, То есть таким образом именно потомки Ревекки, они не только в состоянии управлять именно теми людьми, которые ненавидят именно Израиль, but they also have the ability to judge them. но у них есть также возможность именно справедливо судить этих людей. I do remember there was an individual that came to our congregation with sons, Помните, один человек, который пришел к нам в нашу общину с сыновьями, and he's sons, с песнями, извиняюсь, and he had a very beautiful son, и у него была прекрасная песня, which I don't think any Messianic or Christian son has that kind of style. и то есть это было Or theme, for that matter. особенный такой, можно сказать, стиль или особая тема, которую он предоставил. Because normally Christian religious songs, they're about, you know, the love of God and so on. То есть обычно как бы многие песни, они часто как бы просто как бы концентрируются на любви Божьей. Yet that one song that he sang Но один из песен, который он представил для нас, was about judges он именно говорил именно о том, from the book of Psalms, о суде. Он говорил именно о суде, как бы то, что Бог именно есть судья праведный. where he's saying, arise, you judges of the earth, to judge the И он говорит, earth. что как бы восстань, судья земли, чтобы судить справедливо. So this blessing that is given to Rivka И это благословение, которое было дано Ревекке, is a parallel to that psalm оно есть соответствие или параллель именно этой песне, in the scripture where God tells us as his children где Бог именно повелевает своим потомкам, to arise and judge the earth. чтобы именно встать и судить справедливо. And I'm pretty sure in the millennial kingdom,
some of us will have the ability to judge. И Господь именно в Третьем Царстве, Он будет использовать также людей, которые будут именно в положении To judge the earth судить землю, with him. И судить вместе с Иешуа. So these are very beautiful things. Это очень прекрасные вещи. And the last thing that I wanted to talk about, И последнее, о чем я хотел бы поговорить, verse 63. 63 стих, Now this is when Yitzhak is in the field где Исаак praying, находится на поле, вышел поразмыслить, and he went out walking in the field, and as he looked up, he saw camels approaching. и когда он видит, что именно приближаются именно верблюды, I think this is a foreshadow of things that will come, это указание на то, что должно прийти, where the bride will be coming out of Babylon. где именно невеста выходит из Вавилона, And I think in the scriptures it does specify that they are brought back on camels or something along those lines. и где сказано, что Swift beasts, yeah. то есть на быстрых, как бы сказать, животных или в таком I think плане. camels are very fast И, animals too. в So, данном случае, как бы, верблюды, они очень быстрые в and передвижении. the bride is on those camels, approaching the невеста, husbands, the Она lamb, the как bride of бы, the lamb, на этих животных, и она как бы идет навстречу своему which is Yeshua. жениху, то есть указано на Иешуа. And this is what we are expecting То есть это то, or hoping for. к чему мы стремимся. We hope that in the future Мы надеемся на эту встречу. that we'll be able to come out and meet our bridegroom. Именно идя навстречу жениху. And just like in verse 67, И как в 67 стихе здесь сказано, the bridegroom, he brings the bride into his chuppah. и сказано, что и ввел Исаак именно шатер с Подожди, Сарой. как я сказал. Да, он вводит именно под хупу именно как бы свою невесту. And that is where they become man and wife, and Да, то есть they где become именно one. происходит как бы сочетание этих именно этой будущей пары. So I asked the question in the beginning, И я задал вопрос в начале. does God waste his words? Раскидывается ли Бог просто словами впустую? The answer is no. Естественно, что нет. Every single letter, every single vowel point, every single jot and tittle Каждая именно буква, каждая точка, запятая, has a deep meaning behind it. за ней скрыто очень глубокий духовный смысл. And when we search diligently in the scriptures, Когда мы исследуем и углубляемся в каждую деталь Писания, we see all these amazing revelations and parallels that God is showing to us. мы видим именно эти глубокие откровения и связи, которые мы видим во всех And Писаниях. it helps us to know God more И это раскрывает нам познание Бога еще более глубже. and to understand how he acts and what he does. И именно через это мы познаем его характер, его действия и как он поступает, That we may и follow in his example. чтобы мы могли следовать за ним и знать его. So, У нас поднятая рука, пожалуйста, Бенечка. Я просто хотела добавить такие вещи, которые... Держи микрофон. he basically told us to put the microphone closer to her mouth. Как бы такой сделать сегодняшнего нашего разговора, сделать такой вывод. From the discussion that we had, we can make a conclusion. Допустим, я очень много с сегодняшней главы узнала того, чего я даже раньше не знала. Today I learned so much in this Torah portion that I never knew before. И что интересно, And what's interesting, разбирая за Исаака и Ревекку, that dissecting the story with Isaac and Rebecca, это конкретная параллель нашего сегодняшнего времени. this is a perfect parallel of what is happening in our time. Это конкретно связь пророческих высказываний, что Бог говорил через пророков. Of the на prophetic последние words времена. that God shared for the last days. Допустим, часто нам говорят, что вы только Новый Завет читаете? Oftentimes Почему вы people только ask, Новый Завет читаете? why aren't you reading the New Testament? You guys should only read the New Testament. Почему вы не читаете Новый Завет? Why don't you read the New Testament? Потому что люди не хотят слышать то, что Бог хочет видеть в людях. Because people do not want to hear what God
expects of them. Особенно люди, Especially которые живут в грехе, those who live in sin, которые нарушают Слово Божие. who break the word of God. Они не хотят слышать, что Бог They don't want to в hear своих инструкциях that God in хочет His от instruction, what человека. God's instructions say that of His expectation of man. Поэтому они говорят, говорите нам о Новом Завете. That's what they say. Only speak to us only in the New Testament. Что под этим они подразумевают? So, Что под этим они подразумевают? What do they mean by this? what do they mean by this? Они хотят слышать, Иисус нас любит, They simply just want to hear Всё, что Jesus мы loves you. делаем, Everything that we do, мы приходим к Богу, просим we come to God and прощения, ask for forgiveness. прощает. God forgives us, а Бог в законе говорит, and God in не His так. law, He doesn't say it this way. Если ты согрешил, He says, if you sin, пойди go и разберись с этим and resolve человеком, that и situation, реши эту проблему, resolve that и problem, каким образом решить, and how to resolve и that тогда это problem, будет проще. and then it will be resolved. А на сегодняшний But in день today's society, накосячил в своей жизни, you ruin your life, пришел, стал на колени, and then you fall on your Господи, knees. прости God, меня. forgive me, Все, Господь простил. and God forgives you. Nice and И easy, все праведники and everyone's в righteous своих собственных глазах. in their own eyes. Но, допустим, читая про Ревекку, And reading about Rebecca, ну это просто как история. it seems like какая-то. just a story, Но здесь сколько заложено but so much is written духовного смысла spiritually inside a spiritual meaning in this и story, на наши времена, and in our и на times, будущее. and in the future times. Даже эти 10 верблюдов Especially these напоить 10 водой. camels, huh? 10 верблюдов напоить To водой. water 10 camels, И поет девушка. and a woman waters them. Даже не мужчины там бегали. Not поить. not even men. It was a woman. И это как в каком-то месте я пыталась найти, And I забыла. was trying to find the verse. Написано, It is что but это it is written. живые образы для нас. These are living Example. examples for us. Поэтому, читая, допустим, недельную главу, So reading the которая weekly Torah portion относится к какой-то истории Старого of Завета, how it applies to a story in the Old Testament, оно конкретно нам раскрывает it completely суть reveals и to us сущность the сегодняшнего essence дня и of today's будущих society in времен. the future. Для меня сегодняшняя For me, недельная today's глава the Torah portion was очень много very сказала. deep and beautiful. Yeah. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Окей, мы сделаем тогда conclusion, то есть мы So now we're going to conclude our Torah portion. мы сейчас сделаем, кто именно желает помолиться за это наше изучение. If anybody has any the desire to close us out in prayer, Пожалуйста, можете это сделать. please do so. Right, I probably concluded. Okay. Okay. Господь, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это время, которое Ты дал Lord, для we нас. praise you and we thank you for this time that you have given us. Мы благодарим Тебя, Господь, что даешь нам возможность We thank you, Lord, that you give углубляться us в Твои слова, The ability to study and learn your word, чтобы нам глубоко знать Тебя, that we may deeply know you глубоко понимать Твои планы and deeply understand your plan, и быть соединенным с Тобой, and to be connected with you, с Твоим народом, with your people, с Твоими обещаниями, with your promises, со всеми Твоими планами. with Господь. all of your Мы plans. благословляем We великое bless имя your holy Твое. name. Да будешь Ты прославлен и May you be превознесен exalted and lifted up в нашей жизни in our lives и во всех наших путях. and in all of our paths, И чтобы мы совершали волю Твою that we may fulfill your will на земле, где мы on the находимся, earth that we in this land that we live in, чтобы имя Твое было прославлено. so that your name may be Да glorified. будешь Ты превознесен May you be exalted именем in the name of Иешуа. Yeshua. Amen. 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 So with that, И на этом we're going to say farewell to everyone that was with us online. и мы прощаемся с теми, кто с нами на онлайн. We'll see each other next Shabbat. И мы увидимся в следующий шаббат. Lehitraot, До свидания. Лахитраот. Shavua Tov, Шавуа Тов. Laila Лайла Tov. Тов. We love you. И мы любим вас. Have a Shabbat Shalom. Шаббат шалом. До свидания. Шалом.